Добрый день, дорогие мои друзья! Меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Видите, как я сегодня выгляжу? Я буду делать наши осетинские пироги. А по случаю такому, что у моей Миланы завтра день рождения. Ей исполняется 25 лет. Вот так. Погода у нас ужасная, ветер, ливни, просто все свистит вокруг. Я вынуждена даже включить свет. И надеюсь, что вам будет более-менее освещено мое видео, чтобы вы могли очень подробно просмотреть, как я буду готовить осетинские пироги. А почему я их делаю сегодня? Потому что она сегодня на ужин пригласила всех своих друзей с Фердинандом вместе, и они начинают, потому что сегодня суббота, им так удобно, они поужинают, и в 12 ночи уже будет торт, и начнут поздравлять ее с днем рождения, так как день рождения у нее завтра. Ну, в общем, начнут ужином, а закончат поздравлениями уже после 12, и я им предложила. Я говорю: Милана, у тебя еще в новой квартире, в новом доме твоем семейном не было наших осетинских пирогов, поэтому давай я тебе сделаю. Ну и как раз день рождения, как бы самое то. И они очень поддержали. Больше меня поддержал, конечно, Фердинанду, потому что он их пробовал здесь на нашей свадьбе, ему очень понравились, и он с удовольствием мне говорит: давай, делай наши пироги, потому что он хочет, чтобы его друзья тоже все их попробовали. Для начинки помыла хорошо картошку. Здесь у меня 2,5 килограмма, и ее нужно отварить до готовности. Картошка моя уже сварилась. Я ее сейчас должна быстро, хорошо почистить, пока она еще горячая. Когда она еще горячая, тогда кожура очень легко сходит с нее. Хотя многие нарезают, даже чистят, нарезают на кусочки и варят ее уже в чищенном виде. Я сама не раз так делала, но предпочитаю больше именно вот так, чтобы картошка не набирала лишнюю воду, когда она будет кипеть уже в чистом виде. Если она получится вдруг сухая у вас в начинке, можете добавить ложку сметанки, можете добавить полстакана молочка. Вы уже смотрите потом по консистенции. Моя мама, например, зажаривала лук на сливочном масле. Это тоже очень вкусно, но итальянцы такое не поедят, и поэтому я буду делать без лука. Да и Миланка не любит тоже с луком. А так бывает очень вкусно. Теперь мне нужно из картошки сделать пюре. У меня есть вот такая давилка, и я ее всю сейчас продавлю именно в горячем виде, потому что тогда она получается тоже вся однородная и красивая. Все, продавила я всю картошку. Проверю просто, не осталось ли целой внутри. Вроде нет. Теперь дам ей полностью остыть, чтобы она стала холодной, потому что в горячую картошку сыр вмешивать нельзя. Теперь займусь сыром. Сыр у меня вот такой, кюрди-латте. Он более крепче, чем моцарелла, и жирный тоже. Я всю ночь постаралась спустить с него воду, ну то есть на друшлаке она у меня как могла, так стекала. Натирать на терке это невозможно, так как он вот полутвердый. И мне его удобнее вот так размять руками. Сыра у меня 2 килограмма. Картошки было 2,5, а сыра 2 килограмма. Так как пропорции сыра и картошки должны быть одинаково. Полкило туда-сюда, ничего страшного. Посмотрю, Милана не любит, чтобы было много сыра, она предпочитает больше, чтобы чувствовалась картошка, поэтому я посмотрю. Хотя намного вкуснее, когда оно в равных количествах бывает начинка. Сыр и картошка, я имею в виду. Каждая вот такая пачка это полкилограмма. У меня их было 4 такие пачки. Может 3 хватит. А то, правда, она не любит. Наверное, 3 хватит все-таки.
Этот сыр не соленый, он мало соленый, почти не соленый. Поэтому потом я все уравняю с картошкой. Ну что, вроде все приготовила, все рядом, надо быстро начинать, а то уже время у меня идет. Делаем лунку. Когда моя мама делала это, для нее это был просто какой-то ритуал. Насыпаю туда соль. Соли вот столько, целая рука. Вот так, кулачок соли. Высыпаю сюда. У меня дрожжи здесь 42 грамма, я чуть-чуть оставлю. Не буду столько много. На глаз, девочки, делаю на глаз. Всыпаю вот сюда. Раскрошу. Насыпаю сюда соль. Ой, сахар, простите. Сахар у меня там 1 большая ложка сахара. И просто все размешаю. Да, и, девочки, я муку никогда не измеряю. Я ее вот так насыпала и взяла. Вот здесь у меня литр. И вот где я размешиваю, там у меня пол-литра воды. Всего 1,5 литра воды. Сколько возьмет моя вода, столько я и замешу. Потому что я знаю, что из литра воды можно сделать около 7 пирогов. Так, и теперь эту воду я вливаю сюда. Я знаю, что мне может не хватить муки, но постепенно все я сделаю. Замешиваю тесто аккуратно, забирая с боков к серединке и потом продолжаю перемешивать в самой серединке. Я это вообще-то делаю сразу руками, чтобы чувствовать само тесто, комочки. Не знаю, что это я начала сейчас с этой палочкой, лопаточкой. Сейчас я ее уберу. Вот так и добавляю все остальное. Буду продолжать замешивать руками. Вода должна быть тепленькая. Теперь добавляю уже, где у меня литр был. И опять забираю уже так активно со всех сторон. Не добавляю я сюда ни яйцо, ни молоко, ничего. Только сахар, соль, дрожжи и теплая вода. Видите, это самая хорошая мука в Италии. Или вот так. Продолжаю замешивать тесто. Я все постепенно подсыпаю муку. Чем дольше вы его будете замешивать, тем лучше и однороднее оно у вас получится. И после подъема оно у вас будет более послушным, податливым. И, конечно, у вас и выпечка будет совершенно другая. Выложила тесто на стол. Сейчас я его домешаю на столе. А пока я освобожу хорошо от теста эту чашечку. Мыть я ее не буду, потому что, подсыпая вот так муку, она очень прекрасно очищается. Все я собираю и добавляю в мое тесто. Вот так. Видите, какая она стала чистенькая. Все равно здесь будет сейчас подходить это тесто, поэтому мыть ее нет никакой необходимости. Ну, а это тесто надо доработать, домесить ручонками. У кого есть комбайн, можно комбайном, очень хорошо. У меня его нет, поэтому я буду работать своими ручками.
Тесто забивать мукой не надо. Чем больше вы поработаете, тем оно станет эластичнее, податливым и мягким. Оно уже, вот посмотрите, оно уже хорошее. Все, почти готово, потому что я минут 15 его вымешивала в этой чашке. И потом решила его все-таки. Точно так же можно очистить свои руки. Чуть-чуть муки, и все сползет сюда. Выбрасывать ничего не надо. Вот эти катушки, это все святое, это все наше тесто, наш хлеб. Поэтому это все сюда в тесто. Выбрасывать их ни в коем случае нельзя. Это все равно, что вы берете хлеб и выбрасываете его. Вот так. Все. Мука здесь больше не нужна. Если уже будет прилипать, я сейчас добавлю подсолнечное масло, так как я буду вот в чашку тоже налью. Немножко руки смочу. И вот так. И по тесту тоже вот так. Можно побить его пару раз. Все, переложила тесто. Теперь его оборачиваю, накрываю пленкой аккуратно. И еще сверху полотенцем. Можно не накрывать, но я накрою полотенцем и убираю. Дырочки я уже не буду делать, здесь уже по краям достаточно. И убираю в духовку, в теплое место, где-то на час. Так, теперь я займусь немного начинкой. Оп. Сюда выложу. Мне казалось, что это мало, но сейчас я с картошкой тоже сюда. И теперь это все мне надо хорошо размешать. И размешивать я буду все тоже руками, девочки, потому что иначе не пойму я потом. Мне так стало жарко, очень, пока я тесто замешивала. Ну, очень мне стало жарко. Да, и вот так вот размешиваю хорошенько картофель с сыром, чтобы они соединились полностью и не осталось отдельных никаких комочков. Нет у меня больше такой огромной чашки. В таких количествах я никогда не делала. Делаю обычно по 3 пирога. Ну, а сегодня, ну да, и вот на свадьбу мы делали тоже больше. Жанночка делала. Кстати, у меня есть на канале видео «Свадьба дома», где Жанна, Ирландия, Амунд, жизнь в Ирландии, делает наши пироги. Привет, моя дорогая Жанна. До сих пор вспоминаю твои пироги. Вы представляете, она в Ирландии сделала сыр наш осетинский и привезла мне его сюда, в Италию. Это же просто похождение осетин в Ирландии, в Италии, да, как сказать лучше, чтобы было веселей. Вот так. И пироги, конечно, были просто отменные. Так что я закреплю потом в видео здесь ссылочку на наши свадьбы и где Жанна делала пироги. Мы там так хорошо отдохнули, так хорошо попраздновали с нашей музыкой осетинской. В общем, у нас был кусочек нашей родной Осетии. Посолила. И теперь еще раз солью хорошо перемешиваю.
начинку свою. Все, и на этом начинка абсолютно готова. Сыр у меня очень жирный, поэтому мне туда не нужно добавлять ни сметану, ни молоко, а то все расплывется. Теперь я должна сделать колобки столько, сколько будет у меня пирогов. Но я смотрю, что у меня получились очень большие колобки мои. Вот я их распределила, но потом я все-таки переделала. Девочки, смотрите. Получилось у меня на 6 пирогов, не на 5 пирогов, а на 2 по 3. Получались слишком огромные, поэтому я их сделала по 550 каждый шарик. Тесто прошел ровно час. И мое тесто, сейчас я вам покажу, это моя начинка. Пока ее не трогаем, она нам пока не нужна. Отодвигаем. Полюбуйтесь на мое тесто, такое хорошее. Посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Мне надо сейчас сделать такие же шарики, как я делала из начинки. Хотите, взвешивайте, хотите, полюбуйтесь. Я не могу вам это не показать. Посмотрите, я не знаю, вам видно или нет. Посмотрите, какое тесто. Посмотрите. О, сейчас убежит. В общем, делаем шарики. Шарик такой должен быть тоже полную руку. Вот так. Я уже опаздываю. Подкатываю просто в шарик и убираю его пока в сторону. И готовлю пока все шарики. Подпылять не забываем, чтобы не прилипало. Вот так. Вот так. Потому что они тоже должны немного отдохнуть, эти шарики. Сразу печь из них нельзя. Ну, можно, но оно вас просто не будет слушать. Вот так. Накрываю пленочкой, чтобы они не заветривались. Той же самой пленочкой, которая была сверху. Вот так. Минут на 10, пока я не почувствую, что они готовы уже к использованию. Начинаем. Я уже все шарики приготовила. Раскладываю вот так потихоньку. Я очень тороплюсь, девочки. Я очень тороплюсь. Уже темно. Уже темно. Взяла шарик начинки, слегка ее вот так примяла, слегка. И теперь нам надо тесто приподнимать вот так наверх и заводить к центру нашего пирога. Вот так. Завели. Теперь опять же круговыми движениями аккуратненько склеиваем тесто к серединке. Если липнет, добавьте немножко муки. Ну, буквально чуть-чуть, а то она не будет у вас склеиваться-то. Все, склеили. И вот так аккуратненько по краям примяли. И в серединку немного вот так притаптываем опять ладошкой. Все. Наш полупирог готов. Я его сейчас вот так должна перевернуть. Аккуратненько. Видите, здесь нет муки. Вот, но ничего не случилось. Подсыпаю. Вот так. И даю ему опять прийти в себя несколько минут. Тем временем я делаю второй. Пока этот будет настаиваться. Видите, какое тесто. Прям пушистое. Делаю точно так же. Слегка ему делаем вот нашей начинки. Просто надо сделать в серединке вот такое углубление. Переворачиваю. И теперь с этой стороны вот так. Кладем вторую начинку.
Вот. Видите, наши начинки практически одинаковые с шариками теста. По размеру я имею в виду. И опять аккуратненько подводим к середине все тесто. Оно само прям собирается, смотрите. Вам только надо здесь аккуратно опять все хорошенько зажать к серединке. Все. Если вы чувствуете, что тут тонкое тесто стало, вот так поделайте круговыми движениями, и оно у вас поднимется наверх. Все. Прижимая, подсыпая мукой, чтобы не прилипало к рукам. Опять серединку втаптываем вниз. Слегка. И аккуратно переворачиваем. Все время подпыляя мукой стол. Все это тоже отдыхает. Теперь можно заняться первым пирогом. Вот так. Раскатываем первый пирог до нужного состояния, то есть до размера нашей сковородки. Та сторона, где мы защипили к серединке, закрыли наш пирог, в конце должен оказаться сверху. Поэтому сейчас легкими движениями, сильно не давим, придерживаем бока вот так руками, чтобы пирог не лопнул, чтобы начинка не выскочила. И доводим его до нужного круга. Если вы боитесь сделать до конца, то можно потом доработать на сковороде, что я сейчас и сделаю. Чтобы вам было видно, вот так берем. Помним, что вот эту сторону нам надо перетащить, перевернуть, где мы закрывали пирог. И теперь аккуратно, смело доводим до нужных краев, то есть до края сковородки. Аккуратно выдвигая, вот надавливая и двигая во все стороны, из серединки к краям. Вот так. Тогда у вас пирог не лопнет. О. Все. Вот так. И отправляю в духовку пока на самую нижнюю полочку. Пока я буду делать вот этот, он должен снизу подпечься. И обязательно в серединке открываем дырочку. Вот так. Теперь второй наш пирог. Делаем то же самое. Если вы чувствуете, что влага прилипает к рукам теста, чуть-чуть подпылите мукой. Медленно, медленно. Попробую закинуть 2 пирога сразу. Жанна пекла тогда у нас на свадьбе. Вроде было хорошо. Вот так, видите, как хорошо. Чем больше тесто отдохнет, тем оно потом будет более податливое. Вот так. Вторую сковородку я закинула подогреться, потому что она потолще. Вот так. Что это здесь за черненькая точечка? Вот. Все. Сейчас несу сковородку и кладу сюда. Девочки, забыла вам сказать, что печку нужно включить заранее, чтобы она была очень горячая. Градусы максимальные. Вот. Вот так. Переворачиваем. Лишнюю муку можно стряхнуть и кладем сюда. Доводим опять до нужной ширины. И не забываем делать в серединке дырочку. А то надуется пирог. Вот так. Все, хватит. И отправляем тоже. Ну, я уже сейчас поставлю этот сверху. Потом я их почередую. Буду следить. За ними надо обязательно следить. Делаю третий пирог. Все там нормально. В итоге у меня все получилось прям под расчет.
не сильно. Берем нашу начинку, оп, серединку, слегка ее опускаем. Иди сюда, ты тоже. И вот так приподняли и к серединке. Приподняли и все собрали. Ничего здесь сложного нет. Как колобочек вы вот так берете и работаете с ним. Серединку зацепили, заклеили, прижали, умяли. Все, все готово. Вот так. Сейчас он отдохнет пока. Посмотрю, что там другие делают у меня. Вот так. Хорошее тесто, очень просто волшебное. Пока мой пирог печется, я маслом всегда смазываю тарелку снизу, чтобы он сухим не оставался, первый пирог. Теперь приготовила тарелку и теперь ждем наш. Девочки, уже почти готов один, поэтому буду доводить третий свой пирог до нужного состояния, чтобы мне его сразу перевернуть уже и все. Можно на доске, вот у меня есть круглая доска, на ней тесто лежит мое другое, шарики, которые можно на ней раскатывать, чтобы потом вы просто скатили на сковородку. Если вам будет трудно поднять на руки, можно просто на доске ее довести до нужного размера и потом вот так брать и переложить. Оно с доски она очень хорошо съезжает. Если вы еще муку подсыпете, то она вообще вам никаких проблем не доставит. Видите, да, какое тесто? Прям пузырчатое. Надеюсь, итальянцы будут довольны. Вот так, все, наверное, я вытаскиваю уже пирог. Все. Первый готов. Точно так же беру и перекладываю сюда. Он уже нужных размеров, поэтому я делаю только дырочку в серединке и все. И отправляю в духовку. Девочки, кусочек сразу в серединку вот так утопаем, а этим обильненько проходим по пирогу. Вот так. И смазываем. Можно кисточкой, чем хотите, силиконовыми. У меня уже просто нет времени. Мне надо бежать. Поэтому я старым методом. Вообще-то традиционально делают руками. Покажу вам, какой он поближе. Посмотрите на эту вкуснятину и на эту красоту. Пироги сильно толстые быть не должны. Вот. О, видите, как чисто все? Идеально просто. Быстренько. Если мука лишняя, то можно ее вот так смахнуть слегка. Опять берем маслице и вперед. Девочки, а здесь у меня типа фокачча. Оно уже постояло, оно уже выросло. Теперь я его аккуратненько растягиваю по всей форме, вот так, делая в нем углубления из моих пальчиков. Девочки, поливаю оливковым маслом. Вот так обильно, будет вкусно. И обсыпаю сверху орегано.
Оно чуть-чуть еще сейчас постоит, опять приподнимется, и я его закину в духовку. Потом покажу. Девочки, мои 3 пирога, зацените. Красота. Ой, сейчас еще другие 3. И все, и можно бежать к молодым. Ну все, дорогие мои девочки и мальчики, какое вкушение. Полюбуйтесь на мои пироги. Божечки, какая-то вкуснятина. Это моя фокачча итальянская. Она как хлебушек, вот так политая оливковым маслом и посыпана орегано. И, как всегда, на этом я заканчиваю и желаю вам всем самого наилучшего, самого добрейшего и мира на всей земле. Жду ваших комментариев. Огромное всем спасибо, кто смотрел мое видео, кто поставил лайки, кто написал комментарии. Девочки, убегаю. Всем хорошего дня завтра и будьте счастливы, мои дорогие. Пока-пока.